Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. Вы просили меня на стриме сделать неразборчивый крейзи шепот. А когда-то я делал такого плана неразборчивый шепот, когда я всякое городил, что попало нес, и вам, я так понял, что это понравилось. Вы как-то пытались отслеживать мои мысли. Вот, я уверяю вас, это бесполезно. Но давайте будем пробовать это сделать еще раз. То есть я буду что вам говорить, вы будете просто меня слушать, потому что я буду говорить так рабочим шепотом. Короче, ну как начнем с того, что мы просто как бы начнем писать сочинение, как я правильно, как бы начинаю писать сочинение, как в этом сочинении просто как бы вижу, что это сочинение мне говорит, что в этом сочинении, что нет, пишет сочинение, я говорю, я буду писать, пишет, а говорю, я буду, ну ладно, как взял, короче, написал, я пишу, в общем, короче, иду я сейчас в магазин, короче, иду сейчас в магазин, короче, несу или потом колбасы, несу или потом колбасы, короче, потом захожу домой, смотрю, короче, дома мне ждет кто? Вот в этом дома мне ждет какой-то, короче, огромный волосатый, короче, медведь. Я смотрю, короче, на этого медведя, говорю, ты чё вообще с тобой рухнул, ты как ты вообще оказался? Он говорит, такой, слышь, мужик, короче, да, колбаса. Я говорю, ты чё, как колбаса, говорю, что-то медведь, я человек, говорю, медведи не должны заходить, как бы, как просить колбасу. Он говорит, я необычный медведь, говорит, волшебный медведь, говорит, я волшебный медведь. Да ладно, чем докажешь? Он говорит, хочешь? Я говорю, нет, спасибо, не хочу. Он такой, ну ладно, короче, так. Говорит, ладно, наколдую тебя. Наколдую. Говорит, хочешь? Я говорю, ну наколдуй, давай, говорит, наколдуй. Он как бы взял, как наколдовал. Я говорю, слушай, сам убирать будешь, ты наколдовал. Он говорит, короче, ладно, слушай, меня дальше, короче, он едет, сейчас, короче, скажу, что ты можешь, такой, смотри, вот видишь балкон, говорит, я сейчас полечу. И взял, полетел, короче, я закрыл балкон, и все, полетел. Как бы я такой, думаю, ну ладно, короче, надо все как бы завязывать с балконами, то есть как бы за балкон закрывать, чтобы всякие медведи залетали, короче, там всякие птицы, медведи, так. Я, короче, такой закрыл балкон, такой, я, короче, на стул, такой, давай, резать колбасу, режу, такой, режу колбасу, она не режется, понимаешь, ее режу, она режет, такой, режу, такой, и такой голос, короче, тоже с балкона, такой голос, короче, ты не пробовал ножом колбасу, я говорю, как ты ножом колбасу, вот так вот такой ножом, так ты руками режешь колбасу, ты чё, говорит, покурил, что ли, ты никогда не курил, они смотрят, короче, а ты медведь летающий, ты медведь летающий, вернулся, короче, такой вернулся, короче, ты показывай, мне колбасу есть, такой, я ему как ладно, говорю, ладно, уговорил, короче, полетели, говорит, я говорю, полетели, короче, мы полетели, снимаешь, летим, мы с ним медведи, короче, летим, смотрю, короче, летит самолет, мы полетаем к самолету, короче, смотрю, как пассажиры такие, хоп, смотрят на нас, а я такой, хоп, на них смотрю, как они такие, привет, это же Симпробокс, я говорю, привет, они, ты что тут летишь на медведя, я говорю, ну вот, как бы лечу, да, а, говорит, ты куда летишь, куда ты, говорят, ты куда, ты, куда ты, куда ты летишь, куда ты летишь, говорит, ты летишь, говорит, я лечу, к одному своему знакомому гаражу, конечно, что ты, я говорю, да, просто прикол, короче, мы просто полетать решили, короче, с медведем, летим, короче, летим, задние облака, а внизу красивая поляна такая, ну, говорю, давай, медведь, заходи, приземляйся, короче, медведь такой, да, наверное, надо, говорит, приземляться, а то топливо кончилось, короче, такие приземляемся с медведем, такой шасси вытянул, такой, как бы приземлился, такой, мысли с медведя, я говорю, ну, ладно, тут посиди, пока подожди меня, поэтому, короче, схожу, посмотрю насчет топлива, говорит, он говорит, ладно, такой, сходи, посмотри, пошел, такой, иду я по лесу, теперь вдоль берега, речка, короче, иду такой, смотрю, речка, в речке рыба плавает, красивые, такие плавают, такие буль, вот они плавают, вот такие, знаете, с такими звуками, так, я такой, короче, подхожу, слышите, красиво, вы чё? Я говорю, вы чё нарушаете? Они говорят, в смысле нарушаем? Я говорю, вы нарушаете, здесь нельзя плавать карасям. Они такие, как это не? Я вам говорю, вот смотрите, вот, no карасинг, no swimming карасинг, видите, табличка написана, и говорят, блин, в натуре мы, короче, не знали, мы попутали, короче, заплыли сюда случайно, такие, мы заплыли сюда случайно, говорят, а как нам теперь? Я говорю, идите, вот туда на поляну, идите, там летающий медведь лежит, короче, вы на него ему скажите, что он Леха сказал, чтобы он нас отвез в море плавать, потому что, как бы, они говорят,
твоя белочка. Ладно, ладно, слушай, хочешь орешков? Я говорю, давай орешков. Ну, говорит, я хрен тебе на тебе, говорит, шишку и сам выковыривай. И дала мне вот эту шишку. Как бы дала мне шишку, говорит, там внутри шишки, там говорит, внутри шишки орешки, такие орешки, маленькие такие орешки. Берешь такой, ну, типа, ищешь такой орешки, если, говорит, хотя бы один орешек найдешь, и все, говорит, все, ты тебе будешь поверить белка. Значит, такой, я говорю, ты чё, где я их тут найду, их уже давно здесь нет, их уже давно все съели эти орешки. А потом такой смотрю, короче, такой, ничего себе, там такой, короче, такой шишки орешек. Достаю, короче, шишки орешек, такой, вау, ничего себе, это орешек, смотри, белка такая, нифига себе, точно, блин, орешек, я думал, уже их все съели, короче, такой, так я стал победить тем белка. Вот такая вот история, короче, такая вот история, такой орешек получился, такая вот история, короче, дальше. Иду дальше и смотрю, дворец, такой огромный дворец, знаете, как у Аладдина был такой, в мультике про Аладдина, такой огромный дворец, такой, я думаю, нифига себе, до Африки дошел, а этот медведь меня за это самое приветили, может, медведь, короче, такой, а я такой смотрю, дворец, такой, там ни охранника, никого вообще не было, никого. Захожу такой, смотрю, а там, короче, огромный такой зал, и посередине такой сидит, короче, сидит один такой чувак, непонятно кто это вообще, непонятно кто это, я так слышу, а он говорит, я, короче, типа, не был султаном, потом меня, короче, там, это самое, ну, как бы, выбрали туда-сюда, проголосовали, говорит, меня сняли, говорит, импичмент устроили, мне импичмент, я тут сижу, думаю, говорит, что мне делать, я говорю, это давно было, он говорит, не, месяца 2 назад, короче, было, я как ты тут месяц сидишь вообще, он говорит, я не знаю, как я сижу, вот, как бы, я тебе сейчас покажу, как я сижу, такой, сел, и вот так вот сижу, короче, вот, и я такой, понимаю, что, как бы, мне надо было помочь, я только подхожу и говорю, и потом так, он говорит, да, спасибо тебе большое, помогло. Я говорю, ну ладно, я пошел. Короче, пошел такой. Он говорит, подожди, останься хотя бы немножко, я тебе, говорит, я тебе, залачу, я говорю, да не, спасибо, не надо, мне лучше биткоин, мне, как бы, ладно, а я ты уже пошел такой, короче, такой, слушай, есть одна тема, видишь, как, короче, просто наверняка невкусно, увидишь, что это тебе никак бы не уберет, а он говорит, я говорю, уберет, как их убрал, он говорит, не, говорит, ты, подожди, ты, говорит,
я продаю. Я говорю, нет, я, говорю, продаю, понимаешь. Он говорит, почем? Я говорю, я не знаю. Ну, как бы ты купишь, нет. Он говорит, я не знаю, тоже мне как бы особо не надо, тебе надо. Я говорю, мне не надо тоже. Ну, короче, раз тебе не надо, короче, такие разошлись, и все. А понимаешь, они потом как бы идут, ну смотри, такой ковер-самолет, не ковер-самолет, это же как в сказке в Аладдине. Но нет, он не летает. Почему? Потому что он не работает. Хотя вот почему? Потому что у него движок полетел. Там почините. Я говорю, пацаны, говорю, почините надо. Ну, как бы они говорят, нет, надо капиталить, разбирать там все шерстяные поршни, вот это вот вообще запчасти. Нет, это японские ковер-самолеты. Я говорю, мать его так. Я говорю, вы еще, пацаны, нормально, ну, блин, давайте, ну, как бы давайте, говорю, туда поставим от половичка, как бы двигатель. Говорю, они говорят, нет, от половичка не подойдет, по-любому мне не подойдет. Я говорю, ладно, не подойдет, так не буду, ну, что делать теперь? Стали как бы, стали зажигать, короче, зажгли его, он как бы взял, ну, не полетел немножко, потом упал, сгорел, как бы, все. Понимаешь, они говорят, ладно, вот тебе, короче, скатерть сама. Я говорю, скатерть, зачем мне? Я зачем? Говорю, зачем? Говорю, мне скатерть, зачем мне скатерть? Ребята, говорю, зачем скатерть? Они говорят, возьми, на всякий случай возьми, будет хорошо, возьми. Я взял, короче, обмотал эту скатерть, лег, короче, а она взяла и начала еду выделять, понимаете? Еду выделила всю еду, и я такой все понял, как бы, говорю, такой, о, нормально, скатерть, короче, возьми ее с собой, так встретить, она будет нормальная тема. Взял ее с собой, короче, и все. И тут меня, короче, типа начал отпускать. Я проснулся, я такой, фу, нифига себе, нормальный шаурмы съел на ночь, просроченный. Короче, ребята, вот такая история больного фантазии, какой-то больной фантазии полет. Не судите строго, это все очень большой экспромт, и надеюсь, вам понравилось. Все, не пытайтесь понять смысл, это бесполезно, бессмысленно и жестоко. Всем удачи, всем спокойной ночи, друзья, всем пока. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал, а также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!